Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня поговорим странное ощущение. Раньше у меня существовало разделение актеров на тех, которые мне нравятся. Кто, естественно, по моему мнению, играет талантливо от души, и те, кто, не очень. Обычные обывательские вкусы, о которых не спорят, и субъективщина. Теперь щупаю себя по карманам души и сознания. И что же я вижу? Пустота. Нет уже того ранжира. Он стал каким-то иным. Более предвзятым, категоричным. Слушаю не только, как они играют и что поют. То есть реагирую не только на их актерские данные, а уже интересно то, что там или тут говорят, и за что топят. Казалось бы, рупоры общественного мнения. Оказалось, что и они, бывшие идолы из толпы истины, вдруг стали такими же маленькими и трусливыми, мелочными, корыстными или продажными, как и все остальные. Кто-то жалобно шепчет на ушко политкорректные лозунги, кто-то жарко и темпераментно вещает в соответствии со слепленным имиджем. И понимаешь, что это не личности и людские характеры вещают, а всего лишь маски и роли, лучше или хуже выученные и сыгранные, как будто величественные песочные пирамиды рассыпаются в прах и не могут найти былого отзвука даже в воспоминаниях, как будто их никогда и не было. А в пелене развалин по мере того, как спадает полевая завеса, видны миражи. Да нет, не миражи, оказывается, кто-то еще остался на развалинах, сохранился, но их единицы. И уже не в виде огромных пирамид, а такие же, как мы, мечущиеся и сомневающиеся, но личности, способны говорить не то, что говорит и думает все окружение, или то, что покупается за деньги и власть, а сами. Смотрю, такие старенькие и дряхленькие, но сильные мыслящие. Лея Ахеджакова или Олег Басилашвили. И не с тем числа. Мало, конечно, не то, что раньше. Но качество с лихвой замещает количество. На днях с наслаждением пересмотрел фильм «Мама Ануши» с Ахеджаковой. Такая красавица и умница. Да и фильм оказался на злобу дня. И снова начинаешь верить в человека. Вот ведь, значит, ты не один. И кто-то также идет против течения и не сдается. И ты не идиот или сумасшедший, а просто имеешь свое отличное от других мнение. И такие тоже есть. Есть среди актеров и врачей, ученых и служащих, художников и даже военных. Мы везде, нас мало, но мы есть. И когда давящая все на своем пути махина толпы уже, кажется, готова смять тебя в порошок, ты открываешь слипшиеся от слез глаза, отряхиваешь тлен, встаешь с колен и продолжаешь свой путь. Ах, как красиво сказано. Но жизнь сложнее слов. По мере нарастания давления обстоятельств часто хочется спрятаться или сбежать. И кажется, как в детстве. Просто закроешь глаза и очутишься в волшебной сказке, где все плохое исчезает само по себе. Но открываешь их,
И все повторяется вновь. И некуда бежать, и некому пожаловаться. Просто потоком в последнее время молодые, а иногда не совсем молодые люди ищут спасения в редких щелочках, куда еще можно безопасно просочиться, уехать из этого ада, угорающей в патриотизме страны. Тренд чатов и форумов в интернете. Куда эмигрировать? А вот, милые вы мои, и некуда. Да и там, где еще есть что-то, никто нас не ждет. Сами свою страну создали, подняли с колен, самим и разгребать. Скажете, что я вместо того, чтобы вас успокаивать и убаюкивать, как и положено в вашем восприятии психолога, жестко вас запугиваю? Отнюдь. Ну давайте вместе рассуждать и все взвешивать. Ведь мы с вами долго жили в реальности, в которой нас политика не интересует, так? Или предпочитали следовать линии партии, которая нам настойчиво сдалбливается по ящику. Спокойно и тепло. Нам же удобно было не анализировать информацию, надеяться на мудрость великих кормчих. А теперь-то что изменилось? Ах да, я и забыл. Немного запахло жареным. А когда жарили других? Чуть-чуть в отдалении, в соседней стране нам было все равно? А когда создавалась и крепла структура пропаганды, подавление гражданского неповиновения или любого инакомыслия, не мы ли предпочитали не знать и не думать? Считать пронесет. Почему теперь-то кто-то должен нас спасать или о нас заботиться? Да мы же ни при чем, мы добросовестно заблуждались, нас обманули противные. Верю. Законы, правосудие. Бах, причудливое сочетание слогов. Оксюморон какой-то в нашей-то реальности. Даже смешно. Правоохранение, слуги народа, налогообложение. Ой, да мало чего еще за последние годы просто испарилось из здравого смысла. То, чего нам не хотелось замечать до поры до времени и зарывать голову в песок. Это все нами было проигнорировано. Так вот, в любой стране мира есть такие, как мы. Брайтон-Бич во многом населен челами, которые никуда ехать не собираются, но очень ностальгируют по советскому прошлому. Вот, и предложим им, например, полноценный чейндж. Их тяжелую, несчастную судьбинушку на наше светлое советское сталинское настоящее. Это первый вариант. Думаю, на ура. Ищем другой вариант. Например, обмен самыми близкими и дорогими друзьями Отечества. Предполагаю, что вот, например, Китай, да даже Словения с Венгрией не откликнутся. А вот более духовно близкие, такие как Беларусь, Туркмения, Эритрея или Северная Корея, это вполне. Опять реализуем. Еще шанс. Образуем круг единомышленников. Прячемся в сибирские леса, еще не вырубленные восточными братьями. И непролазные болота, как староверы, завалим на какое-то время все дороги и тропы. Пару лет, а может больше. До высадки десанта ОМОНа есть шанс отсидеться. Следующее. Уходим во внутреннюю миграцию, осваиваем глубинные техники медитации, и мы в домике. Кто не спрятался, мы не виноваты. Пока у нас есть кто-то, способный нам раз от раза подбрасывать еду и питье. Больно? А вот теперь всерьез. Господа, для того, чтобы жить как-то и где-то, где нас еще нет,
стоит сильно заранее и старательно заготавливать ресурсы и продумывать варианты. Если вы этого не делали до сих пор, все, что можно придумать, стать спонтанным нелегальным мигрантом на то время, на которое у вас хватит денег или терпения. А так как вы не привыкли к лишениям, второй вряд ли. Как вы знаете, любой экспромт должен быть хорошо подготовлен. Давайте для начала ответим на несколько вопросов такого спонтанного теста. Первое. Заготовлена у вас такая стабильная, увесистая финансовая подушка безопасности? Второе. Есть ли у вас заботливые родственники за рубежом, способные взять вас под опеку? Третье. Профессия, располагающая к легкому и удобному растворению в любой среде обитания. Четвертое. Непревзойденные навыки онлайн-заработка. Или последнее. Глобальные преимущества в конкуренции с местными. Не обнаруживается? Так на что вы надеетесь в своем этом экспромте? Если вы надеетесь немного переждать там тяжелые времена на то, что они разрешатся в ближайшем будущем без вашего участия, то вы опоздали. Время, когда это могло бы разрешиться относительно легко и быстро, миновало. Теперь легко не получится. Теперь надо смириться с тем, что только с нашим участием, большим или меньшим, и другие за нас ничего не сделают. Стоит поначалу научиться выживать и преуспевать там, где вы находитесь, там, где вы наиболее компетентны, где вы способны хоть что-то создать и совершить. Привлекайте друзей и знакомых, единомышленников и создавайте предпосылки к своему более счастливому будущему. Тому, где вам будет хорошо и приятно. И если у вас получится создать его вокруг себя, если ваша и моя среда перестанет быть столь токсичной, а потом нашими же усилиями превратится в более приветливую и добрую, и только тогда стоит рассчитывать на то, что мы станем более ожидаемы в том мире, который еще совсем недавно был нам очень и очень рад. Давайте примем тот факт, что ни нам и никому другому не хочется общаться с воняющим и неряшливым соседом. Для всего мира мы сейчас превратились именно в этого неизвестного, воняющего и опасного непрошенного гостя. Нас презирают, боятся и в лучшем случае стараются от нас дистанцироваться. Ни у кого нет необходимости за нас самих нас же отмывать, образовывать и обслуживать. Кроме того, везде, во всех нациях, в любом уголке мира есть точно такие же ватники с зашоренными и туннельным мышлением. И эти люди с такой же исступлением и упорством, как и наши псевдопатриоты, ищут врагов вокруг. Например, в каждом встречном россиянине. Юродивое, ювенильное, незрелое мышление, не терпящее полутонов, привычно раскрашивает их мир в черно-белые тона. В какой, как вы думаете, они окрасят вас? Себя-то они, конечно, считают сильными, смелыми, умными, с пеной у рта уверяют, что они-то, находясь на нашем месте, все хотят быть не на своем, а на чужом месте. Точно ринулись бы навстречу опасности и противостояли вооруженному противнику. А в душе такие же трусы и диванные вояки. Не секрет, что среди расистов и нацистов всех мастей и во все времена наибольшая доля малообразованных и внушаемых людей. И чем более дремучим сознанием они обладают, тем больше и без разбора ненавидят рядового россиянина. А посему
До тех пор, пока мы не восстановим в глазах людей свой имидж человеков разумных, не вернемся в 21 век, нам придется убирать и подмывать за собой самим. А пока снимаем розовые очки наивных нанайских юношей и в мир. Может быть неприятный, но рожденный и выпистыванный нами. Открываем глаза и смело смотрим. Глаза чудовищной реальности. Разгребаем конюшню. Понимаю, что вместо радостных и веселых советов глянцевых журналов вы услышали много неприятного. Но не узнав, не обрящешь и не изменишь. Как сделать это грамотнее, безболезненнее и быстрее? При желании мы сможем с каждым из вас обсудить отдельно. Я верю, что когда-нибудь мы победим мракобесие и выкинем дремучее средневековье вон из нашей Родины. И если вы со мной, то и я с вами. Мы с вами постараемся обсудить новые оттенки нашей веселой реальности, найти способы их преодоления, реальные, невымышленные. Всегда с вами подписывайтесь, ставьте лайки, спорьте, ругайтесь. До новых встреч!